Директор ФСБ угрожает Буданову, новый приговор Ассанжу и энергетическая система Украины в опасности. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Заявления ИГИЛ не имеют значения для России, если Путин решил, что теракт устроила Украина. Их исполнителей, заказчиков и кураторов неизбежно настигнет каром. Именно поэтому важнейшей задачей для России остается достижение целей специальной военной операции. В Киеве меняют секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Молдова приходит на помощь в поиске уклонистов и нарушителей границы. Мы пытаемся установить более тесную связь с нашими украинскими коллегами и лично обсуждали с министром внутренних дел Украины вопросы восстановления совместного патрулирования в Приднестровском регионе с украинской стороны. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наши каналы, это очень важно и совсем не сложно. Поехали. Несмотря на заявление ИГИЛ в теракте в Крокус-Сити-Холле, все равно в России обвиняют Украину. К примеру, генеральный прокурор РФ прямо говорит, что, чтобы наказать заказчиков, надо победить в Украине. Их исполнителей, заказчиков и кураторов неизбежно настигнет каром. Именно поэтому важнейшей задачей для России остается достижение целей специальной военной операции. В заявлениях других начальников российских силовых структур не более конкретики. Вот, к примеру, секретарь Совбеза Патрушев. Сказали, что точно Украина стоит за этим терактом. А что на это указывает? Много указывает. Это сейчас Следственный комитет все проанализирует и будет информация. И спецслужбы, и правоохранительные органы, у них все это есть, они вовремя скажут об этом. А вот глава ФСБ Бортников, кроме того, что все это устроили США, Британия и Украина, заявляет, что украинский ГУР нужно признать террористической организацией. Киевский режим в целом, Зеленский, ГУР, СБУ. Ну, мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы. А сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение. Я думаю, что это так. Что происходит сейчас с Белгородской губернией? Вот туда, значит, основной, так сказать, что ли, удар, значит, нацелен на то, чтобы поднять недовольство населения, да, тем, что происходит на границе, в приграничье. Что нужно сделать для того, чтобы, значит, доказать свою состоятельность? Значит, нужно в тылу проводить диверсии и террористические акты. На что нацеливает, собственно говоря, их и руководство спецслужб Украины, и британские спецслужбы, как ни странно, об этом говорили. Американцы об этом говорили неоднократно, да. Вспомните заявление Нулан той же самой. В публичном пространстве огромное количество информации, которая свидетельствует о том, что Запад и Украина как раз стремятся к тому, чтобы нанести больший вред нашей стране. Кроме того, Бортников прямо анонсирует попытку ликвидации главы украинской разведки Кирилла Буданова. Буданов является нашей законной целью тот, что руководство спецслужб Украины? Кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, является законной целью. Чем не живут до сих пор? Все впереди. Кроме того, свои 5 копеек вставил и Лукашенко. Фактически он опроверг слова Путина о подготовленном окне на границе с Украиной. Он сказал, что террористы поняли, что через белорусскую границу не пройти, и пошли через украинскую. Значит, выбор был случайным. Их кураторы, у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения, они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как Россия перешла области на усиленный режим безопасности, так и у нас. В первые же минуты, мне доложил председатель КГБ, он занимается антитеррористическими мероприятиями. Все мы по самому боевой ситуации привели в действие свои подразделения. Милиция сразу же на дорогах выставилась, в том числе с Россией, по плану. Вот так как мы сейчас тренируемся на случай войны, так и там тренировки были. Они стали на свое место. Дальше мы их подкрепили разведкой и контрразведкой Комитета госбезопасности. Пограничное подразделение на границе мобилизованы были, ну и части военных. Мгновенно. Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели.
Поэтому отвернулись и пошли на участок украинской границы. Тем временем поток людей у полуразрушенного концертного зала Крокус Сити Холл не останавливается. Люди несут цветы и фотографии погибших. Президент Украины уволил секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова. Вместо него следующим приказом назначил на должность Александра Литвиненко, который до этого возглавлял службу внешней разведки Украины. За что уволили Данилова, ходят только слухи. Вроде как он что-то не то сказал представителю Китая. Что известно о Литвиненко? С 1989 по 1994 годы он был слушателем Высшей школы КГБ СССР. Дальше до 1998 работает в Главном управлении правительственной связи СБУ. Потом с 10 по 14 замдиректора Национального института стратегических исследований. С 14 по 19 заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. Что касается образования, кроме Высшей школы КГБ СССР, в 2013 окончил Королевский колледж оборонных наук в Великобритании. В 2009 Киевский национальный университет Шевченко. В 2021 был назначен главой службы внешней разведки Украины. Украина импортирует рекордное количество электроэнергии после российских обстрелов. Пик пришелся на 26 марта. Об этом пишут в Укрэнерго. За сутки Украина импортировала из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы рекордный объем электроэнергии. Тем временем Харьков и Одесса и еще 400 населенных пунктов обесточено. В Харькове даже пришлось раньше срока заканчивать отопительный сезон. Це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та подати гарячу воду у будинки харків'ян. Відключати теплопостачання почнуть із завтрашнього дня. Как с этим бороться? Возможно ли все починить? И можно ли справиться с этой проблемой? Мы спросили у эксперта по вопросам энергетики, у Юрия Корольчука. Ракетные удары, которые были нанесены последние, они касались производства электроэнергии, то есть это генерация. Ранее, которые удары наносились в 2022 году, 2023 году, они касались все-таки распределения, то есть, условно говоря, подстанции, линий электропередач, да, которые уже доставляют электроэнергию до потребителя. То есть производство они не, скажем так, не задевали. Если были даже заявления и, возможно, слышали о том, что там были удары там, по тепловых электростанциях, гидроэлектростанциях, атомных электростанциях даже, то это все равно касались эти удары исключительно подстанций на этих генерирующих предприятиях, подстанций. А вот сейчас мы увидели, конечно же, влияние на производство, и вот именно в этом причина, скажем так, первая причина дефицита, который проявился существенно, то есть электроэнергии банально не хватает, именно электроэнергии не хватает для покрытия пиков потребления. Прошлого года причина то, что мы не завершили ремонтную кампанию, мы не провели, не смогли в силу финансовых причин, в силу дефицита оборудования, которое нужно было заменить, трансформатора в первую очередь. То есть не проведены были капитальные ремонты подстанций, то есть был просто проведен оперативный ремонт. То есть, условно говоря, подручными средствами, так нельзя сказать тоже, но теми ресурсами, которые были в наличии. То есть имеется в виду оборудование, которое было в наличии. И, соответственно, мы вошли в сезон, готовность. Я бы все-таки вот ориентировался на цифру, которую говорил глава Укрэнерго Кудрицкий еще летом в 2023 году. Он сказал, что у нас вот мы восстановили систему там, на 70-80%. Вот, в принципе, это показатель. То есть то, что работы были завершены там, на 100%, это уже работы отдельные, по отдельных объектах. Но именно мощность энергосистемы, ее, скажем так, возможности, да, вот они, грубо говоря, где-то там 75%, вот, не больше. И мы увидели вот это именно сейчас весной, да, если бы такие удары были нанесены зимой, да, то, скорее всего, вся бы Украина бы переживала бы, блэкауты, не вся Украина, имеется в виду, части Украины переживали бы блэкауты, вот как Харьков сегодня, да. Высокий суд Лондона постановил, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может продолжать борьбу против своей экстрадиции в США. Суд считает, что США должны предоставить ему больше гарантий.
Американские прокуроры хотят привлечь 52-летнего Ассанжа к суду по 18 пунктам обвинения. В соответствии с законом о шпионаже и в связи с публикацией Wikileaks конфиденциальных военных документов и дипломатической почты США. В феврале адвокаты Ассанжа попросили разрешения оспорить разрешение Великобритании на его экстрадицию в США. Утверждают там, что его преследование было политически мотивировано. Сегодняшнее решение суда показывает, насколько несовершенным является запрос США на экстрадицию. Уже 5 лет длится этот процесс. 5 лет Джулиан Ассанж находится в тюрьме здесь, в Великобритании, без приговора под следствием в связи с запросом об экстрадиции, который никогда не должен быть подан. И то, что мы увидели сегодня из решения суда, вызывает фундаментальные опасения по поводу свободы слова, первой поправки и риска того, что журналист и издатель может быть подвергнут смертной казни. То, что через 5 лет после подачи запроса на экстрадицию США просят предоставить дипломатические гарантии, чтобы исправить, по нашему мнению, фатальные недостатки в деле США, показывает, насколько проблематичным является этот запрос. Жена Ассанжа считает это дело американским государственным возмездием. Сегодняшнее решение поразительно. Суды признают, что Джулиану грубо отказывают в праве на свободу слова, что его дискриминируют по признаку его национальности – австралиец, и что ему по-прежнему грозит смертная казнь. И все же суды сделали так, что пригласили политическое вмешательство Соединенных Штатов, прислали письмо, в котором говорится, что все в порядке. И я нахожу это поразительным. За 5 лет этого дела Соединенным Штатам удалось показать суду, что их дело по-прежнему является покушением на свободу прессы, покушением на жизнь Джулиана. Что суд не согласился рассмотреть, так это доказательство того, что Соединенные Штаты замышляли убийство Джулиана, его похищение, потому что если признать это, то, конечно, его нельзя будет отправить в Соединенные Штаты. Джулиан – политический заключенный, он журналист, и его преследуют за то, что он показал истинную цену войны в человеческих жизнях. На Wikileaks было опубликовано огромное количество секретной или якобы секретной информации, или такой, которая якобы разоблачает американское правительство. Репортеру Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому России в шпионаже, продлили срок предварительного заключения на 3 месяца, до 30 июня. Об этом сообщают в московском суде. Я напомню, что и сам журналист, и представляемая им медиа отвергают все обвинения. Слушания были закрытыми, но видео из зала предоставила пресс-служба суда. Посол США в РФ назвала все обвинения выдумкой. Этот вердикт о дальнейшем продлении срока содержания Эвана под стражей воспринимается особенно болезненно, поскольку на этой неделе исполняется год с того момента, как Эван был арестован и несправедливо задержан в Екатеринбурге за то, что просто выполнял свою работу журналиста. Обвинения в адрес Эвана категорически не соответствуют действительности. Они не являются иной интерпретацией обстоятельств. Это выдумка. Посол также добавила, что Эван проявил удивительную стойкость и силу перед лицом этой мрачной ситуации, и российскому правительству пора бы его и отпустить. Его и еще одного задержанного, Пола Уиллана, которого Москва тоже обвиняет в шпионаже и арестовала еще в 2020 году. Молдова планирует помогать украинским пограничникам ловить нарушителей границы. Там собираются возобновить совместные патрули, чтобы ловить уклонистов, или нелегалов. Мы пытаемся установить более тесную связь с нашими украинскими коллегами и лично обсуждали с министром внутренних дел Украины вопросы восстановления совместного патрулирования в Приднестровском регионе с украинской стороны. Это позволит предотвратить нелегальную миграцию. Наверное, понимая, что время пришло и дальше будет сложнее, 22-летний одессит застрял в камышах при попытке покинуть страну. Что ты делаешь? Иди сюда. Что ты там делаешь? Ты... А ты откуда вообще? А? Ты откуда? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Любая ваша реакция важна. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.